Обрушение потолка в школе, пострадали дети, военные бегут с фронта, вспышка ветрянки, 2 погибших. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь. Украина планирует удерживать за собой территории в Курской области минимум до официального вступления Трампа в должность президента США. Эти территории станут козырем в потенциальных переговорах с Россией. Такие данные получило издание BBC при общении с украинскими солдатами, оказавшимися в российском регионе. Сейчас, по оценкам украинского проекта Deep State, Украина контролирует около 536 квадратных километров Курской области. За последние дни ВСУ незначительно продвинулись в Суджанском районе, но, видимо, ушли из села Веселое на границе с Россией и Украины. Серая зона на карте Deep State на этом месте больше не отображается. Косвенно контроль российской армии над территорией могут подтверждать кадры из упомянутого села, появившиеся в этот понедельник. Поселок Веселое. Игра Сталкер. Только все вживую. На эти кадры обратило внимание издание агентства. Украинские источники в разговоре с BBC сообщают, что их войска в Курской области измотаны и испытывают сложности с ротацией на этом участке фронта. Некоторые из источников говорят, что операция на территории России оказалась провальной. Она не помогла оттянуть российские силы с других участков фронта в самой Украине и очень дорого обошлась украинской армии. Об этом уже неоднократно говорили и военные эксперты. Запад тем временем объявил о новых пакетах помощи Украине. Олаф Шольц пообещал передать Киеву систему противоракетной обороны, зенитные самоходные установки «Гепард» и вертолеты «Си Кинг». Также США заявили о выделении 725 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте американского Госдепартамента. Несколько российских военных сбежали с фронта после того, как командование решило отправить их на штурм. Это было наказанием для них за то, что мужчины отказывались скрывать данные о погибших и раненых в войсках. По данным издания «Астра», мужчины служили в 132-й отдельной мотострелковой бригаде при штабе и занимались отчетностью. Они отказывались выполнять требования начальства, которое хотело, чтобы в документах скрыли данные о смертях. За отказ их пригрозили отправить на штурм, и мужчины сбежали. Сейчас они задержаны. 2 ребенка погибли от заражения ветрянкой в Волгоградской области. Оба содержались в психоневрологическом пансионате в городе Петров-Вал. Всего там заразились 11 воспитанников. Это произошло в начале ноября, но стало известно только сейчас. 8 человек тогда забрали в больницу, но 2 детей врачи спасти не сумели. СК начал проверку. 6 воспитанников пансионата до сих пор находятся под контролем врачей. В школе в Самарской области обвалился потолок. 3 подростков попали в больницу. Инцидент произошел в поселке Нагорный под Чапаевском. Потолок обрушился в школьном туалете, когда там были 3 восьмиклассницы. Девочки пострадали, их увезли в больницу с легкими травмами и подозрением на сотрясение мозга. На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области из кабины подъемника выпал ребенок. Как пишет телеграм-канал 112, с малышом на подъемнике была инструктор, но она раньше времени открыла защитную рамку, и ребенок упал с сиденья. Его подняли с горы сотрудники экстренных служб. СК начал доследственную проверку. Россия выводит военный флот из морской базы в сирийском Тартусе. Это ее единственный военный порт на Средиземном море, который имел стратегическое значение для противостояния с НАТО, пишут важные истории. Издание ссылается на публикацию Naval News. По данным осинт-аналитиков, на базе было 5 кораблей и 1 подлодка. Один корабль, танкер «Ельня», покинул Тартус 2 декабря, и другие суда тоже уже ушли из порта, сообщили аналитики. Москва выводит их оттуда, так как к базе приближается линия боестолкновения. Ранее оппозиционные режиму Башара Асада силы начали наступление и заняли самую большую территорию за все время столкновений с правительственными войсками. Дешевые вина исчезнут с полок российских магазинов. Импортные вина дешевле 1000 рублей могут исчезнуть с российских полок в 2025. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные виноторговой компании Ford. Количество вин сокращается с 23-го из-за ужесточения условий импорта и роста валютных курсов. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из так называемых недружественных стран с 12,5% до 20%.
А еще России грозит дефицит кондиционеров и холодильников. Федеральная таможенная служба остановила их поставки в страну. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Дело в том, что Федеральная таможенная служба стала требовать от поставщиков лицензии Минпромторга на ввоз оборудования, в котором используется охлаждающая смесь фреон. В итоге Россию ждет увеличение стоимости и сроков поставок холодильников и кондиционеров, сообщил в октябре РБК со ссылкой на продавцов электроники. Что ж, это все новости, о которых мы хотели рассказать вам. Поставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь на наш канал. Если вы чаще бываете в Телеграме, то наши выпуски можно найти и там. Ссылка в описании. Обязательно увидимся. Пока-пока. Берегите себя.